На 2023 год как минимум 3 миллиона биткоинов потеряны навсегда. Это 60 миллиардов долларов при цене 20 тысяч за один биткоин. Безопасное хранение криптоактивов – важный этап, который пропускают мимо большинство криптоэнтузиастов. В этом видео я хочу рассказать тебе мое решение по децентрализованному и безопасному хранению криптоактивов на долгий срок. В ноябре 2022 года произошел крах биржи FTX, и это событие создало большой прецедент, благодаря которому криптоинвесторы начали резко выводить свои криптоактивы на холодные и горячие кошельки из-за потери доверия к централизованным биржам. Я также, как и большинство, вывел все на кошелек. Позже я начал задумываться, а как же все-таки правильно хранить свои криптоактивы на долгий срок? На мой взгляд, каждый криптоинвестор обязан создать для себя и своих близких очень понятные шаги по взаимодействию с криптовалютами, местами хранения, а это умение работать с биржами, различными видами криптокошельков и переводами между разными блокчейнами. Поэтому я считаю важным каждому из вас приложить усилия для создания личного white paper или майндмэпа своих активов, чтобы в случае наступления вашей смерти ваши активы не остались в сети блокчейна, а им по праву могли воспользоваться ваши близкие. Я нашел это решение, и этим решением хочу поделиться с тобой. Да-да, лично с тобой. Поэтому поставь, пожалуйста, лайк и подписку. Поехали! Два главных правила в криптовалютных инвестициях. Первое – это безопасное хранение криптоактивов, а второе – это зафиксировать прибыль и вывести в кэш. А на заработанное необходимо купить что-то для нужд своей семьи. Без второго вы не ощутите результаты ваших побед или поражений. Важно фиксировать прибыль без фома. Давай представим ситуацию. Есть такой персонаж Иван. Иван работает менеджером в крупной компании. У него есть жена и 2 детей. Инвестирует он в крипту уже 5 лет и успел накопить 5 битков. Он выбрал биткоин в качестве инвестиций для дальнейшей покупки квартиры. Иван инвестировал все заработанное, при этом просил супругу тратить деньги с умом и вести семейный бюджет, чтобы побольше накопить. Случается несчастный случай, и Иван погибает. Его 5 битков остались у него на кошельке навсегда. Иван, как и многие из политиков, думал, что доживет до старости и успеет все-таки выйти в кэш и купить квартиру на заработанном. Иван хранил битки на кошельке, а также стейкал свои битки на бирже. При этом супруга Ивана всецело доверяла ему и не разбиралась в теме крипты. Иван и не хотел напрягать свою супругу и объяснять, что такое блокчейн, кошельки, биржи и места, где хранятся их накопленные. Иван понимал, что его знания о крипте на сотни часов не объяснить его супруге даже за пару дней, но он и не пытался. Этот пример я привел специально, чтобы каждый сам лично поразмыслил над темой смерти, что мы все смертны и смерть может настигнуть нас везде и в любой момент. Поставь лайк и напиши, что ты думаешь об этом. Суть истории такова, что каждый из нас должен хотя бы уведомить и рассказать о том, что ты инвестируешь в крипту своим самым близким и родным, желательно хотя бы 2, и одного из них приобщить к крипте. Научить пользоваться биржами, кошельками и другими инструментами. Все эти самые важные и элементарные шаги пропускают десятки тысяч криптонов. Даже если тебе 16 лет и у тебя 0.01 биткоин или $200 сегодня, возможно через 10 лет это уже будет $5000. При этом эти деньги могут помочь твоим близким, если наступит твоя смерть. Если ты все-таки досмотрел видео до этого момента, ты капитальный красавчик. Спасибо тебе большое. Ты на верном пути. Вот шаги, которые я тебе советую сделать в первую очередь. Сделай 3-страничный А4 для своего близкого человека, который в случае наступления твоей смерти сможет вывести все твои активы в кэш. Распиши подробно, что такое биткоин и криптовалюты. Укажи, сколько у тебя кошельков.
3, 1 или 10. Напиши именно количество. Напиши, где хранишь свою крипту. Это могут быть централизованные биржи типа Binance, кошельки MetaMask, Trust Wallet и другие места. Если ты застейкал свою крипту, нужно указать путь до их места. Например, у тебя 100 токенов Cake застейкано на сайте PancakeSwap. Значит, ты должен написать, что такое стейкинг и так далее. Думаю, ты уже без меня разберешься. Важно не откладывать данный текст. Чтобы тебе было удобно расписать, сделай на моем примере майндмэп и обновляй его по мере изменений и перемещения твоих активов. Мнемоническая фраза или кодовое слово от твоих криптокошельков ты должен записать на другом носителе, желательно железном, но хотя бы на листке бумаги, и прикрепить ко всей этой информации. Упакуй это в пакет и отдай человеку на прочтение. Расскажи и покажи, научи пользоваться всеми этими моментами. Это мое решение, и я считаю его самым важным в криптовалютных инвестициях. Безопасное и по-настоящему децентрализованное хранение твоих криптоактивов начинается с создания горячего кошелька. Да-да, ты не ослышался, именно горячего. Моя теория заключается в децентрализации своих криптоактивов путем хранения всех активов только в интернете, а не на аппаратных кошельках типа Ledger или Trezor, как делают многие. Для этого я создал 10 некастодиальных горячих программных кошельков. Под это понятие входит большое количество, но основными будут считаться все-таки MetaMask, Trust Wallet, Exodus и SafePal. Поэтому я решил создать 10 горячих кошельков и распределить на этих кошельках половину биткоина или 0.05 биткоинов на каждый кошелек равными частями. Тем самым, если я потеряю или взломают один из моих кошельков, я не потеряю все свои средства в один момент. Давайте сравним, какие плюсы и минусы есть у моего решения. Сначала о минусах. Увеличатся затраты на комиссии при перемещении монет и возможность взлома, если у злоумышленника будет пароль от вашего телефона. Если у него есть сид-фраза хотя бы из 11 слов, из 12. Плюс это доступ в любой точке мира без использования компьютера. Поддержка большого количества монет, удобный прием и отправка крипты через мобильный телефон также. И наконец, это бесплатно в отличие от аппаратных кошельков. Я рассказал тебе только поверхностные сведения о горячих кошельках, так как минусов или плюсов может быть больше. Давай сравним холодный кошелек Ledger и горячий кошелек Trust Wallet. Про горячие кошельки везде пишут, что они небезопасны, и основатели криптовалютных кошельков могут получить к ним доступ. Также в интернете есть очень много информации, что якобы хакеры могут взломать код и украсть мнемонические фразы от миллионов кошельков. Да, я подтверждаю, что есть такая вероятность. И кстати, есть вероятность, что может упасть комета на нашу планету. И не такая же она большая по сравнению с кражей криптовалютных кошельков. Но при всех минусах моего способа хранения есть у него и жирный плюс. Это децентрализация, удобный доступ использования в случае срочной необходимости продажи или покупки крипты. Вы быстро сможете отправить монеты на биржу и сделать обмен по самому выгодному для вас курсу. Я всего лишь предлагаю вам воспользоваться этим решением до того момента, пока у вас не появится возможность приобрести хотя бы 3 или 4 аппаратных кошелька. Держать даже один биткоин на аппаратном кошельке я считаю небезопасно и неразумно. Есть много примеров с проблемными ситуациями с аппаратными кошельками. И самый тупой из них, я считаю, это проблема с USB-портом. Я же использую Trust Wallet более 2 лет и не имел проблем с Trust Wallet с самого старта проекта в 2020 году. Выводы делать вам. Какой способ вам понравится больше? Классический или мой?